Сегодня приготовим самую вкусную кабачковую икру по ГОСТу 70-80-х годов. Вкус у этой икры получается таким же, как был в те времена, ну а делается все очень легко и просто. Пробуйте приготовить, и я уверен, что вы оцените этот рецепт на все 10 баллов. Всем привет! Ну и для начала, конечно же, нам понадобится 1 килограмм кабачков. И полностью все кабачки нужно постараться нарезать на вот такие вот кубики. Кубики у вас должны получиться не слишком большие, но и не слишком маленькие. Все нарезанные кубиком кабачки отправляем в глубокую кастрюлю. У меня сегодня была 5-литровая кастрюля, но можно взять чуть-чуть побольше. Ну а дальше нам понадобится 1 килограмм очень вкусных помидор. Полностью все помидоры нужно будет постараться нарезать на небольшие дольки. Но самое главное, вот эти попки из помидор нужно будет все удалять. Полностью подробный рецепт читайте в описании под видео. Там будут расписаны все продукты на одну порцию. Все нарезанные помидоры дольками мы отправляем в кастрюлю к кабачкам. Далее берем полкило очищенной морковки. И всю вот эту морковку нужно будет натереть на крупной терке. Ее также отправляем в общую кастрюлю к кабачкам и помидорам. Еще сюда же в кастрюлю нужно добавить полкило очищенного и нарезанного на дольки лука. Затем вначале добавляем 15 грамм соли. Берем большую ложку и все, что есть в кастрюле, нужно постараться очень хорошо перемешать, чтобы все продукты равномерно распределились между собой в кастрюле. И в таком вот положении кастрюльку оставляем на 25-30 минут. За это время овощи, которые есть в кастрюле, должны будут пустить сок. Ну и вот посмотрите, примерно через 30 минут вот столько вот сока у меня получилось. Дальше в кастрюлю отправляем 50 мл подсолнечного рафинированного масла, 40 грамм сахара и еще раз 10 грамм соли. Берем ложку и еще раз очень хорошо все перемешиваем. Отправляем кастрюлю на плиту на средний огонь и доводим все до кипения. Кастрюлю накрываем крышкой для того, чтобы все быстрее закипело. Ну и конечно же не забывайте, что время от времени все нужно будет очень хорошо помешивать. Ну и смотрите, как только вы заметите, что жидкость в кастрюле начала уже кипеть, с этого момента нужно будет кипятить 25-30 минут. Но каждые 5 минут нужно будет поднимать крышку и вот так вот все хорошо перемешивать. Через 30 минут снимаем кастрюлю с огня. В кастрюлю добавляем 30 мл яблочного уксуса. Если нету яблочного, можно добавить обыкновенный столовый, но 20 мл. Пол чайной ложки черного молотого перца. Берем еще 4-5 зубчиков чеснока и пропускаем их через чеснокодавку. Ну а дальше берем погружной блендер и все, что есть в кастрюле, нужно очень-очень хорошо перебить. Эта процедура с блендером заняла у меня примерно 3-4 минуты. Но смотрите, лучше перебивать дольше, чтобы не было нигде никаких крупинок. Ну и после того, как вы все перебили, моя рекомендация: взять ложечку и немножко все попробовать. Достаточно ли для вас соли и перцу? Если недостаточно, добавляйте их по своему вкусу. Но как по мне, все здесь просто идеально. Накрываем кастрюлю крышкой, отправляем обратно все на плиту. Смотрите, крышка в этот момент должна быть накрыта. И на среднем огне нужно будет все еще раз прокипятить примерно 3-4 минуты. Но кипятите аккуратно, потому что булькать будет очень сильно. Ну а затем обязательно нужно будет банки простерилизовать. Распределяем равномерно все по банкам. И закручиваем крышки. Если у вас такие крышки, как у меня, винтовые, их нужно будет еще прокипятить примерно 2 минуты. Как стерилизовать и кипятить крышки, надеюсь, вы знаете. Полностью все банки я вот так вот переворачиваю вниз крышками. Неважно, винтовая, либо же закаточная крышка, всегда вниз крышками. Накрываем полотенцем для равномерного остывания. И оставляем так все полностью до утра. Ну а в итоге у нас получилось из той порции, что мы готовили, ровно 5 пол-литровых баночек. Вот такая вот красота. Крышки хорошо втянулись. Закатка у нас прошла хорошо. Так что зимой мы будем наслаждаться очень обалденной и вкусной кабачковой икрой по ГОСТу. Рекомендую вам приготовить такую кабачковую икру, и я уверен, что этот рецепт вы будете готовить очень долгие годы. Если вам понравилось, обязательно поделитесь с друзьями, поставьте лайк. Ну а также посмотрите еще очень один вкусный рецепт огурцов на зиму. На этом, друзья, на сегодня все. До новых встреч на канале Аппетитная кухня.